Всем привет! Ну что, Genshin Impact. У меня сегодня в планах пофармить премогемы для вот этой лольки, чтобы выбить ее сигну. Потому что очень хочется, она очень прикольная и мне прям залетела. Да, Ли, привет! Вот, поэтому я знаю как минимум, что можно премогемы достать... Стоп, не отсюда. Вот здесь. Вот. Это то, что мы проходили, нет? Чудесные истории. Да, к заданию. Отслеживать цель. Нет. Будто во сне. Ну, 30 дают. Вы получаете долгожданное письмо от Я и Мика. Привет, спасибо за подарочек. Банановый кусь всем хорошкам. Не, хорошкам без бананов. И говорит здравствуйте. Мало тебе оружейный баннер заскамил. Говорит, ну, смотри, дела? По поводу оружейного баннера. Все нормально, как твои? У меня падает же либо вот это, то, что мне надо, Говорит, либо вот это, то, что мне всем. тоже, в принципе, надо. Привет. Потому что я ее тоже хочу выбить, она будет в стандарте. И говорит, я теперь не в Праге, Поэтому а в мне Варшаве. пофиг. Мика говорит, Катаешься? хорошка без банана. Хорошкам без банана. Держи банан, банана. Спасибо за подарочек. Чиз. Так, в общем, давайте сделаем это. Я хочу. У меня есть Место уже 3 пусто, крутки, говорит, 4 привет крутки. 4 Эскобиароу крутки. говорит, это крутки. Да, это крутки будут. Мы будем фармить крутки. Натали Фелови говорит, приветик. Привет, Натали. Тисус говорит, Куда? гудливенинг. Сюда. И говорит, Где-то же мы катаюсь смайл общались с кем-то, нет? Вот Мика еще что-то. говорит, помолимся, Вистерс оф Джой. Да, пожалуйста, помолитесь за меня. Вот, кстати, испытание же Тисус еще. вечер в хату смайл улыбка. Ой, бездна, то есть. Так, насколько я помню, за общение с людьми тоже что-то давали. Вот здесь появилась Диона. Тисус говорит ли подчеркивание привета. Давайте сходим к Дионе, Ли пообщаемся. говорит Мика, кусь тебе стика. Кусь тебе стика. Так, мы идем туда. Сейчас посмотрим. Я же правильно понимаю, мне дают премогемы за то, что я общаюсь с ними, правильно? Мика говорит ли кусь-кусь. Эскобиароу говорит го бездна проходиться. К бездну тоже пойдем. Риви говорит привял. Привяу, Риви. Ричка, привет. Санечка, спасибо. Ли говорит отец, как поживаешь? Все нормально. Как делишки вообще? Пойдет, спасибо. Как твои? Эскобиароу говорит, там Риви, за 20 спасибо. перцев только дают. Там за Линка 20 говорит перцев? приветик. Окей. Линочка, Тисус привет. говорит ужас, ради примагемов общается. Эскобиароу говорит больше нет. Как? Ли Ну, говорит, я же еще не «Привет, поговорил с солнце, 20. приветики. А где посмотреть? Натали Фелови говорит, а театр делали. Нет, но будем. Назар Уайти говорит, как А где тебе Диона? Сиджвин? Она Ли визуально говорит, прикольная. подчеркивание Я по приветик боевке зайца. чуть-чуть поюзал, но она у меня слабая, Ли поэтому говорит, спина не только могу болит. сказать. О, Ли две говорит, лольки да, в встретились, принципе, лучницы. более-менее. Получше. А вы не сестры? Ливи говорит, Кирару есть. А если найду? Говорит, стоп, Так. что откуда у вас Сиджевин? Я выбил. Так, ладно. Линчка, все нормально. Как твои дела? Давайте пообщаемся. Пи-пиу! Охотишься одна? Кацелейны, охотники. Что? Кацлайны. Кацлайны, охотники успешно охотятся даже в одиночку. Разве твое громкое пиу-пиу не испугнет добычу? Ни за что. Не видишь, что мои стрелы летят быстрее звука? Значит, пиу-пиу это только ради драматического эффекта? Прекрати. Чтобы ты там не шептала, я все слышу. Твоему сведению, у кетслайнов острейший слух. Ладно, я не стану с тобой припираться. Вот, возьми мясо. Если для одной добычи слишком много, и по возвращении я бы все равно поделилась бы с остальными. Спасибо, Диона. Хе-хе, не забывай об этом. Если когда-нибудь будут выбирать чемпиона охоты, проголосуй за меня. И не вздумай отдавать голос за моего непутевого папашу. О, собака. Слай, спасибо. Ой! Выходит у отпрысков кетслайнов. Кетслайнов, надо запомнить.
Пимечка, привет! Это я, Глори Тенра. Привет, Глори. Я не боюсь волков, слышишь? Ни капельки. Все потому, что драться с ним было бы хлопотно, и я не хочу делиться добычей, пойманной с таким трудом. Чего застыло? Они скоро будут здесь. Короче, идем уже. Скорей. Зассала. И все свалило. Ой, малявка. Все лоли такие сыкунишки, что ли? Ой. А, это я в кустах. Звук в кустах есть. Так, ладно. Кто у нас там еще? Появилась Ноэлька. А мы разве мы же говорили с Ноэль, алло. Она же мечом там махала, нас чуть не прибила. Это как понимать? Как это понимать, чат? А, принесли. Все, понял. Джинель. Спасибо, мастер Джин. Я запомню. Хорошо. Давай еще раз. Я помогу тебе исправить движение. Клинок ветра. Здравствуй, почетный рыцарь. Привет. Чем могу помочь? Нет, все в порядке. У Ноэль талант, она быстро учится. Мы предпочитаем... Спасибо за подарочек, Мими. Мы предпочитаем разное оружие, но принципы фехтования схожи. Мне было достаточно указать на некоторые моменты, и она сразу же все поняла. Остается набраться терпения и усердно тренироваться. Ноэль сообразительная и быстро вникает в самую суть этой техники. Спасибо за подписку. Только будь осторожна, когда тренируешься. Если будешь выполнять упражнения с отягощением, попробуй привязать к запястьям что-нибудь тяжелое. Спасибо за подарочек, Риви. Так можно будет избежать несчастных случаев, если что-то вдруг распадется на части. Простите меня, магистр Джин, мой меч больше не залетит к вам в кабинет. Все в порядке, не волнуйся. Да и вчера ты так долго в нем убиралась, что все теперь в полном порядке. Мы так и не увидели меч, алло. Но клинок застрял у вас в потолке слишком высоко, чтобы просто так его не вытянуть. А это... Пока оставим как есть, будем считать его украшением. О, сейчас можно будет посмотреть. Пойдемте. Это надо. Так, я вас даже включу. Так, Лио, посмотри еще народ. Окей. На Талифелове говорит, зайди в кабинет Джин. Да, вот я сейчас хочу посмотреть. Будет прикольно. Говорит, признавайтесь, кто любит хранить старые скриншоты. Да и вообще сами могут быть полезны, например, для доказательств. Ой, он такой маленький. Говорит, посмотрите наверх. Очень хорошо вернулся клинок, мой старый глубоко вонзившийся в потолок. Эскобиароу говорит, события открой. Пиу. Ли говорит, но у меня скринов много. Ну, с ним ничего нельзя сделать. Назару IT говорит, я ненадолго, мне надо скоро идти. Давай, хорошо. Ли говорит, FLUI циркумфлекс, Так, подчеркивание циркумфлекс. давайте сходим в Лио. Я так понимаю. Подожди, а что мне там показывает? Что это такое? Ли говорит, вот. Да. Мы только с 11 поговорили. Все нормально. Да, вот бы сейчас на раскладку поменять. Говорит Тенра, как дела, как Кысыч. Все нормально, как ты? На Талифелове говорит, у меня тоже много скринов со всех событий, сюжеток и просто виды. Ну, не знаю. Давайте сначала к ней. Эскобиароу говорит, но Тенре события мне больно видеть восклицательные знаки. Говорит, у меня очень старых скриншотов, какие там. Спасибо. FLUI говорит, я превосходна. Кстати, вот покрасилась. Сейчас. Ненавижу раскладку клавиатуры. Hello. Кстати, мне дали премогемы за то, что я стримлю на Твиче. Ой, не туда. Почта. Вот, награда Twitch, 20 тысяч дали. Здесь 20 премогемов, и здесь еще 10 за то, что я на Твиче стримлю. Прикольно. Ну, дейлики. Кстати, дейлики тоже надо будет пройти. О, цици.
Пожалуйста, помоги. Попробуй вот это. А? Чё? Опять провал. Спасибо за утешение. Пожалуйста, попробуй еще вот это. О, понравилось. Правда? Вкусно? Отлично. Пахнет аппетитно. Путешественница, я позаимствовала у шеф-повара Мао кухню. Хотела приготовить поесть. Но я не чувствую вкуса, поэтому попросила шеф-повара и Гобу помочь. Что? Я готовлю? Посмотрю записи. А? В блокноте говорится приготовить блюдо и заморозить его, чтобы подготовить к прогулке с Яо-Яо. Что? Написано приготовить блюдо и заморозить его, чтобы подготовиться к прогулке с Яо-Яо. Не понял. Я не ем, но Яо-Яо нужно есть, чтобы вырасти, стать выше. Яо-Яо однажды станет выше господина Байчжоу? Это уж вряд ли. Лоли не вырастут. Это судьба всех лоли. Пими, я тебе забаню. Спасибо. Вот эту лолю я точно забаню. Всем привет. Валейкум ассалям. Ничего. Яо-Яо будет милой. Какой высокой бы она ни стала. А? Мы заговорились. Плита. Гоба, спасибо, что присмотрел за плитой. Пожалуйста, попробуй и последнее. Похоже, довольно мощный вкус. Пошел в туалет искать. Я Легина выбил. Поздравляю, классно. Я так и не выбил ее. Бедный Гоба обосрался там где-то в переулке. Так, поэтому все записывается. Гоба милашки, да, согласен. Реально, а почему столько побочных квестов здесь появилось? Я что-то с места сдвинул, да, там? Есть такая штука, пикник. Это когда резиденты выходят на пикники. Люди обычно еду готовят и в походный холодильничек. Я понял. Расскажи подробнее. Не представляю, что это. Он от радости убежал. Да нет, он обосрался. Осталось мало времени, а у меня не готов букетик. Какой букетик? Какое время? Ты что? Что ты делаешь? Ю, спасибо за подарочек. Так, мать. Ранг. Кстати, ранг 53 апнул вне стрима. Я проходил дейлики, у меня апнулся ранг. Так что у меня уже 53 ранг. Пими, тебя сейчас забанят. Ли, готовь свои бананы. Надо в Пими напихать. Так же готовлю, как цицы. Что? Вы что, сделали репутацию в Натлане? Нет, не сделал. Я репутацию сейчас делаю в Инадзуме. Кстати, надо репутацию сделать. Привет. Так, все. Ой, путешественница, что тебя привело сюда? Пришла повидаться с тобой. Кто научил тебя пустословить? Сегодня я не выступаю. Заглянула покушать, как господин Люсю. Рассказывает историю, чтобы немного отвлечься от дел. Послушать, простите. Через несколько дней наша труппа будет репетировать классическую оперу под названием «Три башни». Мне хотелось бы подправить несколько строк и иных деталей выступления, но я еще не решила, стоит ли их менять. Если у тебя найдется минутка, не хочешь ли ты послушать, как я буду репетировать? Разумеется. Например, есть известные строки. Покачиваются тихо цветы, и облака, когда блуждает ветер по горам и лугам. Полумесяц подобен прекрасному лицу, и бокал поднесенный к нему волнует сердце. Я не собираюсь менять первую строку, но вторая звучит не очень. Было бы здорово, если бы я могла добавить подходящее сцене действие
действия. Возможно понять бутылку, чтобы обозначить, что пила из нее, и декорации неплохо бы поменять. Есть еще несколько изменений, которые приходят мне в голову, но некоторые пожилые театралы предпочитают, чтобы представления были в классической форме. Кроме того, у нас не так много времени на репетиции. Мы можем не успеть, если захотим изменить декорации и сценические движения. Вам бутылку найти? Репетировать и так сложно. Да, помимо сценария выступлений, также должны учитывать множество внешних факторов. Мы в оперной труппе Юньхань отлично пишем сценарий, выступаем, и нам это нравится. Но все сцены с иными делами порой не просто справиться. Нравится ли зрителям наше новшество? Понимают ли нас организаторы? Это невозможно контролировать. Но я рассмотрела это как часть процесса освоения роли руководителя труппы. Мне нравится быть артисткой. Уверена, что новые задачи тоже окажутся интересными. Юдзинь, ты справишься, я буду болеть за тебя, Юдзинь. Спасибо за добрые слова. Я уверена, что с твоей поддержкой все будет хорошо. Да, давай. Давай. Ты же слышал ее пение? Да. Она может нормально петь, а может петь песни, которые я не очень понимаю, воспринимаю, принимаю и все в этом духе. Уйду я от вас, никуда ты уже не денешься. Все, Пимка, капец тебе. Так, там осталось 165 очков. Так, промокод надо. Какой промокод на что? Здравствуйте. Это кто вообще? Детка, лучше бы я потратила жалование на что-нибудь вкусненькое или отложила на черный день. Зачем тратить Муру на пустяки? Это ее наставница? Это павлинша в человеческом обличии? Сянь-Юнь? У меня нет никого ближе тебя, наставница. Как говорят смертные, детям должно заботиться о старших. Должно. Сянь-Юнь, Шэньхэ, о чем беседуете? Привет, рада встрече, Шэньхэ. Путешественницы, давно не виделись. Дайте угадаю, вы прибыли в Лиюэ навестить меня? Конечно, мы даже самую крепкую дружбу... ведь даже самую крепкую дружбу нужно время от времени поддерживать встречами, правда? А еще, Паймон, слышала, вы говорили про вкусненькое? Мы не обсуждали еду, Паймон. Наставница давала мне советы. Многие молодые гости ресторана забронировали для своих родителей туры. И помните в прошлый раз для стариков вот эти туры? В популярном агентстве, говорят, их маршруты разработаны специально для особ старшего возраста. Я купила путевку наставницу. Ой, ты ошибок таких не совершай, мать, никогда больше. Ой, зря. Ну, она хотя... Если бы это был бы мужик, и он такое сделал, все, это ГГВП. Агентство называется «Золотой возраст». Вот их буклет. Туманные горы, изумрудный лес, земля Лиюэ полна чудес. Размещение в гостиницах с колоритом Лиюэ, дегустация местных деликатесов, путешествия в эксклюзивных экипажах. Сейчас Паймон туда рванет. Паймон, держи себя в штанах. Нуна, здравствуйте. Нуна, с днем рождения тебя. Поздравляем всем чатом тебя с днем рождения. Всего тебе хорошего. Ого, Паймон тоже хочет отправиться в такой тур. Я знала эту землю как свои 5 пальцев еще до того, как она стала называться Лиюэ. Какие такие достопримечательности они собираются мне показывать? Наверное, такой роскошный тур дорого стоит. Ей придется потратить все свое жалование за 3 месяца, и даже больше. Внесла аванс и даже не посоветовалась со мной. Ну что же мне придется вмешаться? Я готова все свое жалование отдать, лишь бы порадовать наставницу. Глупая. Мне довольно знать, что ты обо мне заботишься, Шэньхэ. Но раз так все сложилось, Шэньхэ, давай... Я поняла, наставница. Я сейчас же отменю заявку. Ничего не поняла. Что?
Наставница права, я поступила опрометчиво. Хозяин агентства в красках расписал все достоинства их туров, но я лучше послушаю наставницу. Я сейчас же найду его и отменю заявку. Стой, но ведь внесла аванс. Привет, Макс, привет, Энра, что с твоим голосом? Что с моим голосом? Я озвучиваю персонажей, поэтому так говорю. Да, непонятно, вернут ли тебе его тебе. Да и потом, сколько мороки бегать туда-сюда. Мне совсем не трудно. И хозяин агентства говорил, что при отмене брони аванс возвращают. Я постараюсь все объяснить ему на словах, а если не получится, подкреплю слова кулаками. Стой, ты... Ладно. Ступай, время позднее, мне пора домой. Готовить ужин для Шоу Юй. Что же делать? Сянь Юнь явно расстроилась. Надо срочно что-то придумать. Не переживай, не переживай. Наставница рассердилась. Но почему? Ведь она сама расстроилась, что я потратила на путевку свое жалование. Нет, она не на тебя злится, не подумай ничего. И не вини себя. Она сказала, что не хочет ехать в путешествие, но на самом деле она очень горда тобой. Ты бы видела ее счастливую улыбку. Наверное, она немного огорчилась, потому что ты уже... потому что уже настроилась ехать, а теперь все отменилось. Ну, спасибо. Как меня бесит ТТ. Так зачем ты сидишь на ТТ? Ты же знаешь, миллион платформ, ну ты чего? И если не отменять бронь, она не будет огорчаться. Ты это хочешь сказать? Путешественница, как думаешь? Я разработаю эксклюзивный туристический маршрут. У меня есть идея получше. Эксклюзивный? Паймон поняла. Ты придумаешь маршрут специально для нее, правильно? Отличный план, путешественница. А ты что думаешь, Эньхэ? У тебя большой опыт. Я полагаюсь на тебя. Мы все устроим. Перед тобой величайшая путешественница, какую только знал Тайват. И ее верный проводник Паймон. Мы придумаем тур, который понравится Сянь Юнь. Гарантируем. Заграничный тур для адептов в путь. Да, ведь она знает Люэ как свои 5 пальцев. Здесь ее ничем не удивить. Раз такое дело, надо показать ей другие страны. Но за пределами Люэ есть столько разных стран. Куда бы ее отправить? Манштадт, город свободы. Лучшее место, чтобы начать путешествие. Да, точно. Ведь и мы начали путешествие по Тайвату с Манштадта. Манштадт, утес Звездолова, долина ветров, цыпленок в медовом соусе. Надо записать. Перечисляет главное сначала. Ладно. Я могу вам помочь? Кое-что можешь сделать только ты. Ясно. Будет сделано. Спасибо, Паймон, путешественница. Знал Таиланд. Так, топ-ивент. На самом деле, несмотря на то, что мы просто ходим, общаемся с рандомными персонажами, мне тоже заходит. Я прям не знаю, почему я получаю удовольствие от этого. Так, Пими прибыльный. Это этот. Как он называется? Как он называется, чат? О. Ивент, это ивент. Ивент. А вообще у нас цель собрать примагемы для нашей лольки, чтобы выбить для нее сигнал. Диалоги Фе. Пими, забаньте, пожалуйста. Один разочек забаньте и все. Без смс и регистрации. Ты где? Ой, здрасте. Прохладная ночь, такая как сегодня, отличное время для тренировки. Кайдехара Кадзуха. Когда я думаю о движениях мечного боя, в голове всплывают воспоминания о путешествии. Поэтому, где бы я ни находился, когда я сжимаю меч в руке, мне кажется, будто я рядом с вами. Сразимся? Отлично. Наконец-то найдем... Спасибо за подарочек. Найдется применение бамбуковому мечу, который я ношу в сумке. Во время путешествий я слышал много разных рассказов о тебе.
Ты теперь еще и сильнее, чем была в Инадзуме, не так ли? Спасибо за подписку, спасибо за подарочек. Кстати, я тоже постоянно совершенствуюсь. Пусть клинки в наших руках расскажут о том, что мы пережили после того, как каждый пошел своей дорогой. Че, драться будешь все-таки? А ты где? Собака, ты где? Го драться. Ильса, спасибо за подарочек. Привет, можешь посмотреть моего одного персонажа. Привет, я не могу, потому что я новичок, сам ничего не понимаю. Мне все подсказывает чат. Вот так вот. А в Инадзуме есть с кем пообщаться? Пойдемте посмотрим Инадзум, наверное, да? Нету? Это мне надо ждать следующий... вот, опять появились. Ну ладно, пошлите. Так, все, кто кидает подарки, бан. Да, вопрос, ты покупаешь Луну? Да, я покупаю Луну. У меня есть Луна, у меня есть БП. Много прямых биомов в бездне в театре. Можешь там собрать, лежат, тебя ждут. Ну, театр, не знаю, театр вроде я вообще проходить не мог, меня там бежали. А вот посмотреть бездну, хотя бы 10 этаж, мы, я думаю, закроем. Это Тенрибан. За что Тенрибан? С ума сошла? Спасибо за подарочек. Там... Ты куда? Ты куда? Она тебя обидела? Ты что такой как у него грустное лицо? Ты чё? Она его послала. Так. Ох, опять пришлось проводить заблудившихся искателя приключений. Неужели местные тропы так плохие? Они совершенно ужасны. Ха? Не страшно, я лучший. Скаут Орда Фавониус. Путешественница, не ожидала встретить тебя здесь. Ты вернулась в Манштадт с визитом? Как раз вовремя. Сара придумала новое блюдо и ищет кого-нибудь, кто бы его попробовал. Кай и Джин, наверное, в штаб-квартире, и Кли тоже. Ой, что-то я совсем... все, я говорю, я сильно тебя задерживаю. Вовсе нет. Вот и отлично. Вот, возьми. Ты давненько не пробовала моих блюд, Я только что приготовила. Ешь, пока не остыла. Хотелось бы побольше поговорить с тобой, но последнее время в этих лесах часто теряются искатели приключений. Я сейчас патрулирую намного чаще, чтобы приводить их обратно в город. Скоро мне уже будет не справиться. С тобой они в безопасности. Разумеется. Ох, не нужно возвращаться к патрулированию. Мне нужно возвращаться к патрулированию. Если что-нибудь понадобится, приходи ко мне в штаб-квартиру Ордена. Ладно. Так, Так, здесь никого не появилось. Но здесь у нас, опять Фишель. Она так разговаривает, ее так трудно читать. Я не могу. Бедная Эмбер. Ну, да. Хотя, в ней слишком много энергии, на самом деле. Пусть лучше этим занимается, потому что она шебутная. Опять в библиотеку? Ну, пойдемте. Где наша шедевра команда? Ты о чем? Так, она по-любому в библиотеке, да? Так, это маленькая материца тут, да? Подожди, а как мне ее найти? Ты, отслеживать. Ага. Вон она читает правила библиотеки. Фишель. Согласно правилам, портить книги запрещено. И все же, неужели это мага-библиотекаря никогда не предупреждали, даже если при всей ее вселенской проницательности, что не стоит наживать себе врага в лице принцессы? Не печальтесь, миледи. Что такое? Благословенная, это ты. Ты пришла, чтобы засвидетельствовать сей трагический момент. Трагический момент? Да, сегодня день, предначерченный судьбой, обещанный час. Но маг-библиотекарь все испортила. Маг-библиотекарь,
Ты про Лизу? Что она сделала? Госпожа Лиза считает, что написать на книге значит нанести ей урон. Поэтому она отобрала у госпожи священные судебные эдикты. Она смеет препятствовать принцессе. Это непростительно. Непростительно. И хотя она очень сердита... И хотя она очень сердита, то, что Миледи называет непростительным, обычно заканчивается прощением. Она понимает, что в конце концов именно она была не права. Но разве нельзя редактировать собственную книгу? Это очень сложный вопрос, Пайман. Сам текст написан многочисленными искателями приключений гильдии, а не самой Миледи. О, Пайман поняла. Словарь Фишель написан Фишель, но не ею. Мало того, что он стал частью коллекции библиотеки, а значит находится в владении госпожи Лизы. Да, сложновато, надо подумать. Погодите, а мы не могли бы отредактировать текст, если получили разрешение от Лизы и Искателей Приключений? С Искателями Приключений договориться легко, а вот с госпожой Лизой сложнее. Похоже, она это предвидела, покинув библиотеку сразу после конфискации книги. Мы не знаем, куда она направилась. Значит, она предусмотрела наш хитрый способ. Вполне ожидаемо, ведь она маг, охраняющий хранилище знаний Вселенной. Может, я поговорю с Лизой вместо тебя? Благословенная путешественница, я благодарна тебе за твою доброту, но, пожалуйста, не стоит недооценивать причинно-следственные связи между нами. Теперь, когда судьба дала нам общение, я, Фишель, принцесса осуждения, сделаю так, чтобы она исполнила клятву своим благородным именем. О, опять она за свое! Маг-библиотекарь, ты даже не можешь противиться предначертанному судьбой. Я заклинаю тебя своим именем. Ответь мне! Быстрее, Ос, переведи, пожалуйста. Пайман не вдохнул. Да, Миледи говорит, что она просит разрешения у госпожи Лизы. Принцесса осуждения. Она такая прикольная на самом деле. Так, может быть теперь диалог с Лизой где-нибудь открылся? Я ничего не вижу. Я так понимаю, мне надо будет... нет, вот появились. Я не понимаю, как... Тут, короче, какой-то лимит есть. Типа у тебя есть там условно 3-4 диалога, тебе надо их пройти, тебе дадут следующие. Вам аниме звучит? Спасибо большое. Как Кысыч? Кысыч нормально, спасибо. Тенра, где мой Мур? Нет. Отстань. Принцесса осуждения осуждают. Блин, чат, а может быть я принцесса осуждения? Я же всех осуждаю. Джун Ли. Видимо, управляющей нужна эта книга. Привет, Джун Ли, ищешь что-то? Раз встречу путешественницы. Хозяйка ритуального бюро попросила меня купить ей несколько книг. Пожалуйста, Кицуне Гуджи. Кысыч! Ой, Кысыч шалит. Реинкарнация в непобедимого сёгуна Райден. Шумливые незнакомцы. Чужеземцы. Это лишь часть списка. Некоторые пункты еще не поступили в продажу. Я уже попросил владельцу магазина купить их. Джун Ли, ты читал эти книги? Я прочитал их совсем недавно по настоянию хозяйки. Они показались мне определенно занятными. Стиль инадзумских историй разительно отличается от истории Лиюэ, но я не стану утверждать, что один из них лучше другого, ведь о вкусах не спорят. Нет, я имею в виду ту, которая реинкарнация непобедимого сёгуна Райден. Что? И в ней ярко описывается боевое мастерство сёгуна Райден. Особенно интересно было наблюдать за тем, как персонажи исследуют Муса и Хитатачи. Уже поздно. Путешественница, мне нужно отнести книги госпоже Ху. Увидимся позже. Давай. Табибито. Да, именно так. Тихо, ладно. Кысычу сестринский кусь. Кысыч себе кусь сестринский. Так. Тихо, держись. Держи себя в руках, алло.
Слушаю фоном, так что озвучка студии Тендра помогает понимать, что вообще там происходит. О, сидят. Кли, а вы что тут забыли? Вы ж только что были там в Манштате. Оло. О, Кай, неужели барды Лиюэ такие? Отличается от манштатских. Ты привел Кли в Лиюэ поиграть? Тетя почетный рыцарь! Строго говоря, мы с Кли рыцарей... Кли рыцарем Искоркой. Искоркой, рыцарем Искоркой на службе. Изучаем ситуацию с экспортом вин в Лиюэ. Наша задача исследовать потребление алкогольных напитков на площадках Лиюэ и наслаждаться изысканным искусством. Правда, Кли? Правда? Да, именно так. Наслаждайся оперой. Хорошо. Кли, нравится опера Лиюэ? Кай в своем репертуаре опять учит детей дурному. Путешественница, ты снова пришла в чайный дом Хэйюй? Да не одна, а с друзьями. Это капитан Кая из Орда Фавониус. Это Кли, рыцарь Искорка. Вот. А это Юйцзинь, оперная певица из Лиюэ. Для меня большая честь познакомиться, госпожа Юй. Я наслышан о странствующих торговцев от оперы Лиюэ. Мы с Кли впервые посмотрели ее. Впечатляет. Да, как ты управляешь копьем? Научишь меня? Хорошо, но что вы послушали оперу. А вот искусство боя с копьем, боюсь, будет сложно освоить. Ничего, Кли постарается. Если это тебя так заинтересовало, можешь заглянуть ко мне позже, когда труппа будет отдыхать. Я принесу тебе копья поменьше, с которыми тренировалась в детстве, и тогда поучу тебя. Спасибо, госпожа Юнь. Рыцарь Искорка, Кли, ты помнишь, что написано в руководстве для рыцаря Орда Фавониус? Да, Кая, то есть, так точно, капитан Кая. Когда уважаемый гость оказывает тебе услугу, что нужно сказать? Большое спасибо, добрая дама, которая исполняет оперу Лиюэ. Вы слишком добры. Вы пришли посмотреть оперу, так что я уверена, что нам суждено было встретиться. Я надеюсь видеть вас среди зрителей в будущем, если у вас будет время. Так, прикольно. Очень интересно. Не знаю почему. Эти истории, они очень живые. Наверное, этим они цепляют. Они прям прикольные. Не понимаю почему. Что за квест? Это ивент. Почему дуэт Кли и Кая немного смущает? Выглядит чуть-чуть странно. Так. Руки на стол, или что за мысли? Так, переписки между, день, все еще жду, грустно, в уголке жду мур. Никаких, не надо, иди это, выпей детского шампанского. Так, нам налево. Нам выйти. Выйти? Или она наверху, блин? По-любому наверху сидит. Ну да. Собираем вкусняхи. Так. Там же по-любому, да? Да. Как будто бы да. Сейчас посмотрим. Манштадт. Да. Что такое? Дверь перед носом закрыли. Почему эта кошка всегда убегает в ту сторону? Странно. Чем занимаешься, Эмбер? Ой, это ты, путешественница. Я только что отнесла одну непослушную кошку домой. Она такая озорная. Если дашь ей малейшую возможность выскользнуть из дома, она будет носиться по всему Манштату. Опрокидывает цветочные горшки, оставляет грязные отпечатки лап на белье и гоняет всех городских голубей. Горожане уже не выдерживают ее выходок. Некоторые даже обратились за помощью в гильдию искателей приключений. Но те понятия не имеют, как ловить кошек, так что скаут спешит на помощь. В точку! Эти искатели приключений пытаются угнаться за кошкой на своих двоих, когда я летаю. Остается внезапно спуститься с неба и поймать кошку с поличным.
Но эта кошка всегда такая ласковая. Всякий раз, когда я ее ловлю, она прыгает мне на руки и вся трется. Ты ей понравилась. Правда? Надо бы как-нибудь спросить у Дионы, что нравится кошкам и что их успокаивает. Ну а пока я надеюсь, что кошка перестанет убегать, иначе опять придется играть с ней ночью в прятки. Спасибо за подарочек. Да, мне тоже понравилось увидеть повседневность персонажей, особенно когда есть взаимодействие в разных персонажей. Да, очень нравится. Розария. Блин, я запомнил название персонажей, ё-моё. Так, нам то... Да? Нет? Нам в церковь, алло. Полетели. Так. Он начал выкупать рофл этих заданий, ура. Рофл заданий? Что? Не понял. В смысле? Чё Пими написала? Так. Сейчас ты прочитала. Отстаньте! Он какой-то кот немурчащий. Извините, я за тукуси делаю. Это вам не хухры-мухры. А где она? А где Розария? Ты видела Розарию? Не понял. Она как будто бы внутри, а походу нет. Она снаружи? Блин. Подожди. Опять подарок для Рудольфа. Подождите. Чтобы такое подарить? Опять тот же квест. Так, смотрите, я его последний раз выполняю. Мы сейчас подарим какой-нибудь другой подарок. И... Я не знаю. Но если он не будет двигаться, значит мы прошли все манштатские дейлики. Ну, ладно, мы это читали буквально на следующем... На предыдущем стриме, поэтому... Как насчет торговца фруктами? Сары хорошего охотника. Кстати, может быть, она любит побывать в хорошем охотнике? Не думаю, что хороший подарок можно найти в ресторане. Ну, не попробуешь, не узнаешь. В крайнем случае можно будет заказать вкусной еды на вынос. Не могла бы ты сходить к ней? Я останусь здесь и буду ждать Лили. Ух уж эта девчонка. Кто знает, куда она убежала на этот раз. Да играется где-нибудь, это же дети. Дальше Манштата не уйдет. Простите. Ой, Пими там накосячила. Засранка. Так, ладно, давайте выполним. Сходим в хороший охотник. Может быть, реально ей еда понравится. Все дейлики Монда. Кстати, да, царевич же этот пес. Ну да. Тогда, значит, этот квест я делал неправильно. Значит, ей надо все-таки дать еды. Но она... Вдруг она любит поесть? Мы же не знаем. Вот о моем возрасте. Ли малявка тоже. Она мелкая. 21. Ладно, я не буду ее палить. Так, подожди, я заблудился. Так, Сара. Добро пожаловать в ресторан «Хороший охотник». Чем могу быть полезна? Насчет подарка Джиллиане. Рудольф хочет сделать подарок, сделать Джиллиане подарок, то есть заказать какое-нибудь фирменное блюдо? Кроме фирменных блюд здесь ничего особенного нет. Ладно, раз ты настаиваешь, я пойду и приготовлю нечто особенное. Ну, я пошла готовить. Не могла бы ты тем временем помочь мне доставить Норме ее заказ? Если он остынет, будет не так вкусно. Ой, прошу прощения. Поэтому поторопись. Ладно. Спасибо тебе, давай за дело. Ой, да что я икаю. Куда? Что? Куда? Большой сюрприз. Джиллиан не знает, что лучше отслеживать. Это она Норма? Ты в норме или нет? Ты Норма?
Пухляши пиротехники. Но это она по-любому. Ладно, я вот отсюда тогда спущусь. Как будто бы ближе. Это я тебя вспоминаю. Не-не-не, у меня уши не горят. 15 секунд! Какие 15 секунд, игра? Мой заказ доставят с минуты на минуту. Извините, если заждались. Ой, как вы меня испугали. Какая же у вас быстрая доставка. Еще горячая. Разогревать не придется, спасибо. Зачем я заказываю еду с доставкой, даже если живу в городе? Ну, потому что удобно, не нужно готовить и мыть посуду. Это я в женском обличии. К тому же я умею готовить только чай, но это уже не про меня. А мужа надо чем-то кормить. Чай, только чай, ты даже Ролтон ему заварить не можешь вместо чая. Алло, сделай мужу еды, алло. Мать, ты чё? Ой, беда, ее надо отправить куда-нибудь на курсы. Так, что происходит в чате? Ну, хоть Катя умеет, отстаньте. Так, где мое супер-пупер блюдо? Спасибо за подписку. Заказ доставлен. Отлично, если это блюдо остынет, вкус у него будет совсем не тот. Фирменное блюдо для госпожи Джиллианы готово. Нам, женщинам, такие блюда нравятся. К тому же, когда она его увидит, то сразу поймет. Ладно, забирай. Спеши с его доставкой, пока оно горячее. Не нужно. Да и вообще, есть его еще рановато. Как бы это сказать? Перед тем, как его есть, нужно слегка подогреть. Это что, все-таки бич-пакет? А когда есть, пусть Джиллиана сама решает. Что это? Не вздумай стащить хоть кусочек. У меня нет времени, чтобы готовить вторую порцию. Что ты мне дала? Особое блюдо, подожди. Так, давайте строить догадки, что это такое. Особое блюдо, которое Сара приготовила специально для Джиллианы. Что это за блюдо? И что в нем может быть такого особенного? Разогреть можно в любой момент. Какое блюдо можно в любой момент? Баба. Да. Ну, у нас в сумме нормально людей. Ой, блин, я забыл. Я все профукал. Чат, я все профукал. Вы не понимаете. Ну и ладно. Ну и не больно-то и хотелось. Так, чё? 100 пудов там холодец. Нет, она же говорит, разогреть. Ты же не будешь, ты же если холодец разогреешь, суп получится, алё. Палец тянется уже к Пиме. Вы что, в Пиме пальцами тыкаете? Так что мы отдаем? Что за блюдо-то? Это подарок из ресторана Сары, да? Верно. Это фирменное блюдо Сары. Интересно, что в нем такого особенного? Какие-то женские тайны. Из чего оно все-таки приготовлено? Давай попробуем кусочек, пока она не видит. Смотри, она же вон молится. Что там за секрет такой? Пока она молится, мы будем грешить. Мы с тобой, ты да я, давай. Чуть-чуть укусим. Кусь, маленький, она не заметит. Мы возьмем, неважно что это, мы снизу срежем слой, она даже ничего не поймет. Как бы то ни было, я верю в кулинарное мастерство Сары. Спасибо тебе за помощь. Надеюсь, Джиллиане этот подарок придется по вкусу. Давай попробуем. Ой, дурак. Ты ж теперь никогда не узнаешь, что это было. Желточек, привет. Где там грешить собрался? Ну, чуть-чуть. Ну, я чуть-чуть не можно. Алло. Так, ладно, Розария. Розария. Альберт, руки на стол. Арина, привет. Могу ли я попросить тебя передать это письмо сестре Барбаре? Нет.
Не пойми неправильно, это не личное послание, а гимн, который мы сочинили всем фан-клубам. Тогда и ты слова помнишь. Если ты не в состоянии придумать историю без пробелов, то лучше тебе не врать. Как бы то ни было, ты вообще выбрал не того человека. Путешественница, подойди. Я закончила с благотворительной работой, которую мне поручили. Так ты меня видела? Благотворительной работой? Смешная шутка. Если ты действительно хочешь помочь, просвети меня. Я правда не могу понять, как выразить чувства. В твоей жизни есть только Барбара? А как же Розария? Мне кажется, если с Розарией переспать, тебя могут посадить за некрофилию, но это просто вот мысли вслух. Конечно, я уже готов пожертвовать телом и душой ради нее. Она так прекрасна. Хватит. У меня нет времени на это. Объясняю на пальцах: молитвы, выступления, лечение больных. Все это лишь малая часть жизни Барбары. Тебе как... Я как не увидел, я прочитал тебе тебе как члену ее фан-клуба. Я его президент. Тогда тем более стоит призадуматься. Вижу твое восхищение поверхностное, если тебе не приходила мысль поучиться у своего идола. Ты хочешь сказать, что вместо того, чтобы все время глазеть на госпожу Барбару, мне стоит помогать людям и дарить им улыбки? У меня прям мурашки по коже. Возвращайся и разберись во всем сам. Хорошо, спасибо, сестра. Я передам твои слова всем членам фан-клуба. Давай, передай всем членам фан-клуба. И не говори, что это я сказала. Убежал. Вот же ему не терпится. Ну и морока. Мне не интересно помогать другим. Потом нужно будет выбить чего-нибудь покрепче. Почему? Но ты ему все-таки помогла. Это уже зависит от него. Мне как-то все равно. Возможно, ты помогла и Барбаре. Пожалуй. Это и в самом деле хорошо. Ты же подходишь на роль сестры. Ты все же подходишь на роль сестры. В этот раз в благотворительной работе ты превзошла все ожидания. Я хотела поблагодарить тебя, пригласить тебя в долю ангелов, но вижу, ты уже не очень трезвая. Слышь, это яблочный сок был. Лучше никому из собора о произошедшем не рассказывать, иначе это может сказаться на моей основной работе. А ты чё не пропала? И он стоит. Давай поговорим. Что-то я задержалась. Мне пора на сегодня заканчивать. А ты чё стоишь? Почему все исчезали, а ты стоишь? Ты что, дерзкая? Простите, я уже ухожу. Ох, ты не одна из... это его стандартная реплика. Все, Барбара! Мы общались уже с тобой, отстань. Такая няшка. Кто няшка? Розария няшка? Нет. С окончанием рабочего дня меня. С окончанием. Не. Так, ладно, с Розарией мы разобрались. Я не знаю, почему она здесь стоит. Опа-на, чё? Они приехали в Лиюэ! Реально, блин, это так круто, что истории последовательные. На берегу стоят море. Чилят. Нет. Блин, они на учёсе Звездолова, да. Почему я помню эти названия? Так, давайте я вас пока включу. Тут поинтереснее девочка. Или говорит ли подчеркивание? Я сказал изливая. Эскобиаро говорит, не там ты телепортируешься. В смысле? Ли говорит. Эндрюс говорит, дай угадаю, ты тут уже час ходишь по историям персов. Да. Пачи Блуис Миллинг. Ну интересно. И не говорит по фотке лет, так 22. Да, она мелкая. HGTVI говорит, Здаров, как думаешь, можно совместить Фурину и Делюка? Привет, это тебе, наверное, в чатике ответят. Я не очень разбираюсь. Так, куда мы идем?
Пими Пойдем. говорит примерно. Ли Так. говорит отец, помоги, меня Тис сливает. Куда сливает? Тис, прекрати, не тронь мою дочь. HGTVY говорит просто ак свежий. У тебя? Эскобиаро говорит уже там я до этого. Говорит на диске C есть скриншоты записи экрана, Ой. я их храню как память и очень дороги. Ну и пару на диске D, но там не очень много. Пими говорит ушк слил. Мастер Шляпка говорит Фурилюк. Фурилюк. Андрюс говорит, если ты так Фурилюк. каждый день будешь, прибавляй час к стримам лол, Фачеблу и Смилинг. Да ну, это же ивент, он Нуна закончится, говорит, ивент Кусь. этот. Кусь. Линка говорит бать, Ау. только 4 розы готово. Какие... то, что ты делаешь. Ты хоть потом Ли отправь говорит в все, этот в группу. обижаете меня. Ухожу я от Не вас. троньте дочь мою, вы чё, чат собаки. Эскобиаро говорит хочу с 6 сигнари. Так, Говорит, ладно. чё? Сянюнь. На земле царит мир, и все обновляется и расцветает, подобно цветам весной. Также благоприятная эпоха для человечества. Тоже. Привет, Сянюнь! Вот ты где! Это вы. Кажется, ты сегодня в хорошем настроении, да? Ты больше не сердишься? Думали, я настолько мелочная особа. Шейха мне все рассказала. Признаю, вы выбрали прекрасное место. Это утес Звездолова? Хорошее название. Ветер здесь такой живой и беззаботный. Не как на горе Аоцан. Но мне здесь нравится. Мы рады, что ты довольна. Пайман беспокоилась, что после всех усилий, потраченных на восхождение, тебе не понравится. Вот был бы ужас. Усилий? Я сделаю ветер. Что? Я седлаю ветер и познаю взором 1000 миль вокруг. Отыскать это место для меня не составило ни малейшего труда. И даже если бы мне пришлось взбираться сюда от самого подножья, я добралась бы за несколько шагов, подгоняемая ветром. О каких усилиях идет речь? Какая она? Правда, Пайман почти забыла, что имеет дело с большой просветленной птицей. Какая бесцеремонность. На слух я тоже не жалуюсь, знаешь ли. Пайман только хотела сказать, что нам до тебя далеко. Ты ведь настоящий адепт. Путешественница может подтвердить, в первый раз мы уйму сил потратили, чтобы вскарабкаться наверх. Спасибо, Честер. Незачем так скромничать. Прошлое давно в прошлом, а мы находимся здесь и сейчас. Я никогда не ошибаюсь в своих суждениях. Вы обладаете удивительными способностями, и сейчас карабкаться наверх для тебя точно так же, так же и не составит труда, я права? И правда. Кстати, а почему ты одна? Пайман думала, ты придешь с Ганьюй или Шинхэ. А что тут странного? У моих учениц свои дела, и даже малютка Шуюй усердно тренируется, ибо понимает, что потерянное время никто не вернет. Да и мне одно и хорошо, и правильно. Привольно, простите. Я всегда любила странствовать в одиночестве, не зависеть от чужих прихотей. На самом деле полностью поддерживаю. Так я чувствую себя свободной и счастливой. Отчасти это проще, когда ты один. Ну хотя одному, наверное, меньше мотивации. Ты похожа на странствующую героиню из легенды. В самом деле? Думаю, вы знакомы с устройством фонтейнской фотокамеры? Да, знаю. Я редко предпринимаю столь дальние путешествия. Не откажешься сфотографировать меня на память? Камера уже настроена, тебе остается только подойти и нажать кнопку. Но вот вопрос, какую позу мне встать? Есть пожелания? Предложение. Крутую настоящей героине, прими обычную расслабленную позу, ты так будешь выглядеть естественнее. Попробуй встать в какую-нибудь неожиданную позу. Ну давай неожиданную. Тогда вот так, что скажешь? Как-то моя прическа, все в порядке? Я не могу двигать. Не
двигайся. Так, по-моему, крутая поза пойдет больше. Не-не, пусть будет такая, неловкая. Не двигайся. Хорошо, я готова. Бум. Готово. Дай я посмотрю. Неплохо. Отличная работа. Давай теперь я вас сфотографирую. Ты нас? Серьезно? Из ваших слов я сделала вывод, что с этим местом у вас связаны важные воспоминания. Думаю, теперь, когда вы вновь здесь оказались, в вашей теснятся разные переживания. Все, Ли, бань Пими нафиг, пусть идет на ютубчик. Пими, большое тебе спасибо. Увидимся на ютубчике. Давай, всего доброго. Разбанивать я тебя не буду, засранка мелкая лолька. Так, ладно. Так почему бы не остановить мгновение? Когда будете пересматривать фотографии, забытые чувства оживут в душе. Да, ты права, хорошо. Давай сфотографируемся. Спасибо, Санюнь. Какая искусная вещица. Изображение выходит ясным и четким. Малютка, вытри ротик, Что? Какой ротик? Что она делала? Сейчас, наверное, у Паймана остались на губах крошки от утреннего печенья. Так, встань на краю. О чем думаете? Какие ощущения, когда вы там стоите? Абсолютное счастье. Вспоминаю, как я свалилась на дно, исчерпав всю выносливость. Счастье. Вы уже решили, какое сделать лицо? Приготовьтесь, я снимаю. Забудьте. Ну вот, все готово. Да. Первая мысль, которая приходит на ум, важнее всего. Блин. Надо было чат убрать. Так, Ли, я не понял, ты почему Пими не забанила? Я тогда забаню Ли, и она больше не будет модератором, тоже будет сидеть на ютубчике. Так, да, все именно так, я так и хотела. Отлично. Ой, покажи, Пайман хочет посмотреть. Ага. Ладно, смотрите. Я совсем не так себе представляла этот кадр. Что-то не так? Вы столько лет путешествовали по Тайвату, что даже самые прекрасные пейзажи не могут вас удивить. Поэтому ценнее всего в путешествии не красивый вид, а эмоции, которые вы испытываете. Но для себя ты выстроила кадр на фоне красивого пейзажа, а у нас совсем не так. Как можно сравнивать? Я отправился в путешествие, чтобы полюбоваться прекрасными видами. Да и потом, я здесь впервые. Как не заснять такой пейзаж? Вообще, иначе... Ой, что-то я нажал, да? И вообще, иначе ископаемые не поверят, что... Я здесь была. Да, я тоже умею развлекаться одна, без их компании. Как бы то ни было, я сегодня отлично повеселилась. Буду и дальше следовать твоему путеводителю, не беспокойся. Спасибо за помощь. Теперь вам пора вернуться к своим делам. Вы не должны постоянно меня сопровождать. Окей. Что у нас еще есть? Опять Розария есть. Кто еще есть? Розария и все? Ну давай. Так, надо было ее отметить. Где она стоит там? Куда она пошла? Она пошла в долю ангела, по-любому. Капец, я уже знаю карту. Ну что за беда? Ну, по-любому она там сидит. Да. Так, таверна. Меня не проведешь. Кого тебя заставили? Ты должна была сама это делать. Алло. Стэнли, Лямба, Джек. Подожди, а вы что тут делаете? А можно я с ними поговорю? Нельзя? Пейн. Ты только каноху не разрушай.
ты что тут одна стоишь, грустишь? Розария. Сколько времени? Утренняя молитва уже началась. Ну и ладно, не пойду на нее. Еще одна грешница. Ты пила всю ночь? Я как раз на работе. Видишь, незнаком... А я видел их, да. Незнакомое лицо. Когда стемнело, он пришел в таверню и сразу принялся выпивать с искателями приключений. И... бахвалиться. Бахвалиться? Серьезно? Первый раз слышу такое слово. А в нем что-то подозрительное? По его словам, он опытный торговец из Лиюэ. От тепла в таверне ему стало не по себе. Он изо всех сил пытался скрыть следы на коже под своей одеждой. Да он снежный, алло. А когда он снял перчатку, чтобы пожать руки, на его пальцах были свежие следы обморожения. Значит, он был там, где очень холодно. Да, например, у подножия драконьего хребта. После этого он с некой целью прибыл сюда. Насчет его лжи. Какой опытный торговец станет следовать из Лиюэ в Манштадт через драконий хребет? Нужна охрана, ты обратился по адресу. Да, я наслышал о ваших подвигах, господин Стэнли. Но нужно больше людей. Мне сообщили, что на мой груз для Лиюэ положила глаз легенда похитителей сокровищ, старшая сестра Юга, сестричка. Стэнли, я тогда поговорю с Катериной. Нужно помочь этому доброму господину. К тому же я вообще не собирался браться за поручение в Терновом порту. О, буду вам крайне признателен. Терновый порт, он же... недалеко от Манштадта. Действительно безопасный маршрут. Разумеется, мне все еще нужны люди. Деньги не проблема, если бы вы только могли позвать своих товарищей. Но у тебя бы появилась возможность захватить товары в Терновом порту. Что ты такое говоришь? Идем со мной, добрый господин. Наш следующий разговор не для теплой таверны. Но, сестра, с ним что-то не так? С каких пор старшая сестричка Юга рассказывает свои планы, прежде чем сделать ход? Что же до отвлекающих маневров, вы, похитители сокровищ, за все эти годы новым уловкам так и не научились? Я не знаю никаких похитителей сокровищ, я не виновен! Говорят, рыцари Орды Фавонис недавно поймали парочку похитителей сокровищ, которые разбили лагерь у подножия драконьего хребта. А раз уж ты не виновен, то наверняка не откажешься сходить со мной к ним. Они ведь не должны узнать тебя. Ах ты! Даже не думай бежать. Та-та! Не стоило открывать мне свою спину. Ну уже, выбирай, ты расскажешь обо всем или рыцарям, или мне. Беда ему. Чё, пацаны? Тыра просили передать, что с вами не разговаривают. Ну, окей, это ее выбор. Я же не виноват. Увидела Розу как главный ее мейн и сразу зашла. Вижу Розу, не вижу препятствий, да? Но это эвент. На самом деле, без обид, правда. Но мне Розария не нравится. Не знаю почему. Мне нравится Чиори. Милота же. Ты что сделала? Эмбер, что творишь? Уф, еще один. Откуда взялось столько слаймов? Метко стреляешь, Эмбер. О, это же всего лишь слайм. Любой рыцарь справится с ними. Последнее время в окрестностях становится все больше слаймов. Они даже нападают на прохожих на дорогах. Чтобы сделать область безопасней, гильдии искателей приключений и орден отправили людей патрулировать и уничтожать чудовищ. Нужно обеспечивать охрану города и в то же время охотиться на монстров за его стенами. Все так измотаны, что даже не могут развернуть свои планеры. Но пока Альбедо не нашел решения, кто-то должен стрелять монстров, верно?
Ты разве не должна... Тоже не устала? Я? Я в порядке. Я привыкла сражаться среди дикой природы, поэтому я знаю, как беречь силы и вести бой правильно. Ладно, мне еще нужно патрулировать другую область. Лучше возвращайся в Манштадт, до встречи. У нас просто с ней одинаковая ДР. А, серьезно? Круто. Ну, в принципе, это повод. Повод влюбиться. Опять Розария. Мне почему-то... Так, а почему другие... Стоп. Джун Ли здесь появился. Ладно, пойдемте Розарию сначала выполним. Так, Розария, отслеживать. Сейчас покажу твою вайфу. Ивент прям спешил фот Тенра, столько общения. Ну блин, истории интересные. Правда, я же не виноват. Чуть-чуть. Я думал, котика погладить можно. Венти, Розария, здравствуйте. Какие хэштеги, алло? Собор послал тебя следить, как я работаю. Дай-ка угадаю. Тебя попросила Виктория, Барбара или Далия. Розария, что ты здесь делаешь? Вид, который открывается отсюда, хорошо сочетается с вином. Я вижу детей в таверне. Какой таверне? Каких детей в таверне? Ты чё, мать? А главное, что я замечу сестер, которые пришли затащить меня обратно в собор, еще до того, как они увидят меня. Сестра, твои глаза только что дрогнули, и ты отвела от себя бокал. Ты действительно так встревожилась? Что такое? Это нормальная реакция. Почетный рыцарь знаменита и могущественна. У нее что, здесь одуванчик? Сегодня меня уже долго не было в соборе. Не удивлюсь, если Виктория рассердилась и послала за мной. Я лишь смиренно подчинюсь. Сколько работы ты успела прогулять? Я вышла сразу после утренней молитвы. Всеми мелочами занимается Барбара, а важных дел не было. Оставалось... Прошу прощения. Оставалось или сидеть, сложа руки, или сходить и подышать свежим воздухом. Что теперь, затащишь меня обратно? Сейчас самое время действовать. Я уже выпила вина, поэтому, возможно, проиграю тебе. Путешественница не из тех, кто портит настроение. Встретив друзей, она разве что присоединится к всеобщему веселью. Ты чё, психанула? Она психанула. Подходи, давай я угощу тебя. Тебе поменьше льда? Спасибо. Давай, еще. Что еще? Драться хочешь? Нарываешься? Розария молча наполняет свой бокал. На чем мы остановились? Да, у нее очень много друзей. Я помню, на каком я среди них месте. Ну а ты, Барт, постоянно глазеешь на нее. Вас не оставить одних? Ты что, ревнуешь? Хе-хе, не стесняйся. Я, как и ты, наблюдаю за выражением лица старого друга. Хорошо. Спасибо, сестра, что откликнулась на мои молитвы в трудную минуту. Она же не знает, что это Барбатос, да? Я просто принесла бутылку из таверны. Не стоит благодарности. Но ты сохранила всем хорошее настроение, а это бесценно. Как получатель всего блага, в этот прекрасный день я с радостью поднимаю бокал за тебя. За нашу безымянную? Почему безымянную? Сестру? Спасибо за напоминание. Я тогда почту Анема Архонта. Нет, походу знает. Поистине преданная прославительница Барбатоса за святого Архонта. За всю свободную жизнь под солнцем. За драгоценные мгновения свободы до дна. До дна. До дна. Окей. Так, ладно, вы меня уже начинаете булить, поэтому я, наверное, сделаю это просто вне стрима, чтобы вы меня не ругали. Раз уж вы такие засранцы. Окей. Пойдемте сходим в бездну. Так как это то, что я понимаю, это то, что я принимаю. Не хватает. Хватает, мы же одно выполнили.
Так, все, я рада. Я рад, что ты рада. К звездам и к безднам. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Награда поручений. Гильдия благодарит тебя за выполненные поручения. Вот твоя награда. Давай. Вкусняхи. Так, награды ранга приключений. Сюда. Уйди. И что там еще было? Экспедиции. Получить... Не понял. В смысле 3? В смысле 3 игра? Одновременных... те еще не закончились другие. Блин. Ладно. Так, ладно. Сейчас. Что такое? Бум. Забираем. В процессе. Смола. Смола — это беда. Бездна у нас вот здесь. Так, что у нас происходит? Так, чуть-чуть можно чекни история коми в этот сумме может быть. Кампай. Так, все, я рада, братцы, алкоголики. Так, это уже все Тенря. Как будто выражает Банкай. Высвобождает Банкай. Так, там ты умираешь. Говорят, играбельный бухляж пандочка из чайника. Что? Ты меня догнать вздумал? Я не знаю. Так, да ладно, сейчас Тенра всю свою бездну затрясет. Да, конечно. Те, кто не думает, пусть учатся проникаться историей персонажа. Ну, блин, на самом деле, этот стрим... Что происходит? Что я нажал? Зачем я нажал? Благословение бездны, блуждающая луна. Когда персонаж получает лечение, на его месте возникает ударная волна, которая наносит истинный урон врагам поблизости. Эффект может возникнуть один раз в 3 секунды. Что это было? Что я сделал? Что я натворил? Все члены отряда получают 50% бонус пира урона. Так, кто там? Где посмотреть, какие враги? Зал. Вот, зал первый. Это получается Гео. Денра Гео. Ну окей. Начать. Дед остался, куда ты? Так, нет, там же по-любому будет еще больше. Если остался один дед, без проблем, я схожу за дедом. Мика говорит, все члены отряда нужен сосисочный отряд. Не надо, ты что, прекрати. Срочно. Face Wisters of Джайферс Wisters of Joy. Все, я беру по дефолту. Говорит 2,5. Кого взять? Какой у меня второй отряд, кто помнит? Мы брали вот это. Нуна говорит, Тенра, верни Пими. Она ж сама ушла, я же не виноват. Сосисочный отряд. Не нужен, не надо. Нужен. Эндрюс говорит, да вы, блин, извраты. У кого дырочки, у кого сосиски с членами. Старанный хислинг. Честер говорит, я мейн цицы, потому что у меня с ней в один день другие. Понял, Ли говорит, она не уходила. Уходила. Так, второй отряд. Напомните, какой у меня был второй отряд. Ли говорит, ха-ха-ха-хах, какой стример такой и чатик, смайл, улыбка с Какой стример, пусечка, алло. Я не знаю, пусть будет так. Ли говорит, она просто была забанена. Кто забанил? Пими забанил? Ужас какой. Интересно, за что? Натали Фелови говорит, Исянка. Нуна говорит, шедевр отряда. Ну я не знаю, как собирать, ну отстаньте. Фатер говорит, Гидра Крио, отряд делай, брат. Так. Нойзи Факс говорит, Сетлали Сиан Линь Янфей Сахароза. Ли говорит, так ты без Сетлали, так она у меня не прокачана. Ну окей, ладно. Сетлали... Спасибо за подписку. Сянь Линь это она, Симга правильно? говорит, цицы на урон. Сянь Линь, подожди. Вот сюда. Сянь Линь, Яньфэй и Сахароза. Так, Сахарозу отдай. Вот сюда. Так, а вот сюда какой отряд? Смотрите, вот этот отряд, который у меня будет второй, это который боссов убивает. Фатер говорит, Яньфей же Деде пофиг на Сетлали.
Окей. Нет, смотрите, мне вроде Кирару говорила, что здесь много противников, которых надо стягивать. И мне кажется, Сахарозу надо в первый отряд брать. И типа поменять вот так. А второй отряд какой будет? Чат. Скажите, покажите. Кысыч, не дури. Честер говорит разбаньте пис. Анимика говорит такс, ползу домой, Эндрюс, бди в оба глаза, скоро вернусь. Готовь кусь. бананы. Еплай говорит тебе скорее всего про 12 этаж говорили. Я не знаю. Нойзи Факс говорит теории дед 2 вагона. Вагон это говорит, ну так, просто дедок, это леди. Фишку Натали вторую. Филови говорит, а туда фишку во второй. Фишку и... Ну и Дани кого Яши и тогда еще? Марденаут Огонь нам говорит нужен. Чиари, Фиши, дед и кого-то. Ну Честер вот, давайте говорит, возьмем разбаньте его. Пими. Так, Честер, прекрати. Димон говорит вечерний бан вам великий Тенра. Не, нельзя. Эндрюс говорит, да ящик бананов уже подо мной. Ты там не сиди, стань с них, ты что, прекрати. А это жазала. Такое личное лечение, сила атаки. Пацаны. Костил говорит 9 этаж легкий. Так, здесь у меня кто ДД? А у меня здесь Айнфейт ДД. Все, сейчас мы вот так вот стягиваем. Нуна их. говорит Тенра грустненько. Почему грустненько? Не грусти. Тихо, тихо, тихо. Она сказала жопа? Ирина говорит, Она сказала жопа? веет. Привет. Эндрюс говорит, такой легкой бежной я еще не видывал за прошедший год. Тут же перестаньте меня бить, пацаны. Тут ДД Сахаровска. Сахаровска ДД? Как это понимать? Даня Якши и Марденаут Почему меня говорит, обижают? да, жопа. Костил говорит, он сказала Гоба, это медвежонок. А, точно, Гоба. Все. Извините. Натали Филови говорит, ага, после прошлой прям релакс. А что, они прям сильно разнятся? Я думал, они все одинаковые. В смысле, ты умер? Ладно. Это было просто окей. Так, шанс крит попадания персонажа Нойзи Факс псусим. говорит не, это легкое по сравнению с прошлой. Ну значит, самый раз. Емина говорит, помнишь меня? Помню. Тенра. Помню, тебя чуть не забанили. Подожди, а зачем я сюда взял Сахарозу, если... Эндрюс говорит, каждая бездна. Разные боссы, мобы, усиление, условия. Не, ну, я понимаю, что Диплой она говорит, отличается вот этими все вещами говорят, что чуть-чуть. прошлое сложнее, но у меня все наоборот. Так вот, я понимаю, что она различается, ну, вот этими вещами, но как будто бы это не сильно на что-то влияет. А еще у меня хила здесь нету, это прям беда. Это вы же помните, что Хисетлали у меня не это... Тенра. Я ж тебе Тимга сказал. говорит, покажи стату на теоре. Пока не могу, Емина я же в говорит, бездне. пушка. Честер говорит, тебе нравится теория. Да. Дани Якши и Марденаут говорит, Сахароза на многое влияет. Эндрюс говорит, когда у тебя 2 ограниченных отряда на аккаунте, то еще как влияет. Понял. Понял, чат буллеров. Анимика говорит, еду в такси и слежу, и разваливаешь их как боженька. Смерть, Вообще, просто ты ну, посмотри, это же как детей. Емина говорит, лучший стримей. Спасибо. Емина говорит, лучший стример. Так. Честер говорит, кто твой любимый Правильно. персонаж в Геншине. Чиори? Блин, у меня Костил Сахароза говорит, отъедет Говра сейчас. уже легко. Нойзи Факс говорит, ну так, бьет нубов 60 угла. Эндрюс говорит левела, потому что 75. А, вот оно где. Патра говорит взрыв стихий. Нуна говорит, да наша Лоля. Лоля плохо себя вела, она наказана. Я ее грязно наказал, она теперь отдыхает.
Про учителя что-то там говорит. Блин, нет, 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 нет. Это же последний этаж, да? Мастер Шляпка говорит, когда в Геншине выпустят бородатого рыжего котика, это будет любимый перс Эмры. А Мика говорит, «Сел». СКБРО говорит, мне 9, у меня сама закрывается уже. Не, подожди, 9 она же по умолчанию закрыта. Или я что-то путаю? Да, все нормально. Так. Так, Кысыч, ну-ка. Шить. Брысь. Засранец мелкий. Так, здесь что у нас? Клинок режущий. Как будто это какие-то водяные пацаны все, да? Пустынник. Это Нуна как будто говорит, пира. Кысыч, покусай там. Это Аня Гео. Мика говорит, Мау для Кысыча Это дубль 2. Дендра. Кысыча мало. Натали Фелови говорит, так же иди. Так же идти? Окей. Так. У нас здесь Эндрюс была... говорит, вот мог бы прокачать пёселя Гора и поставить в Подождите, чайник деду, чтобы Геурон всем бустил. Подожди. А может быть, я возьму Нахиду в первый отряд? Чтобы, во-первых, связывать всех врагов. В первой комнате же много врагов. Я их буду всех связывать. Плюс она дает Дендра, и мы кинем Пира, и будет какая-то реакция. Я не знаю, какая. Голова? Голова? Вот так. Логично? Как будто бы логично. Так, а дед... Подожди, самка... Горение будет. Горение и тайнер равно трэш. Ну, спасибо. Не знаешь реакции? Нет. Мы же так и не прошли этот данж с реакциями. Я не знаю реакций. Давайте попробуем. Ну, что мы теряем? Мы же ничего не теряем. Щит мне точно... Ой, хил мне точно здесь не нужен. Я могу вот так вот взять. Вот сюда. И все. Огонь раздуем. Все дела. Да я хочу попробовать, чат. Простите, пожалуйста. Вы меня будете ругать? Ну, окей. Так, урон взрыва стихии. Поехали. Говорит, Неми все потирали. Еплай говорит, неужели настолько неинтересно разобраться в механике? Да надо. Я просто... Мне интереснее в сюжете. Понимаешь? Эсса говорит, как раздуть Дендра. СКБРО говорит, это будет больно. Я страдаю, да, Эндрюс сейчас? говорит, помянем. Ну что, ну чат. Ну... Анилика говорит, записываем данж на реакцию к обязательному исполнению. Я чувствую, что они не умирают. Еплай говорит, но одно не мешает другому. О, они, кстати, стоп, подожди. Они 80-го левела, алло. Поэтому они сейчас больнее. Ну я походу не успею, да? Говорит, у тебя мавыка есть. Ой, мавыки нет, я ее не выбивал. Ну я не пройду, да? СКБРО говорит, тут одна реакция мешает другой. Перенастроить отряд. Ладно, давайте, вещайте. В первый отряд я здесь соберу пока. Так, это сюда. Кто у меня здесь был? Яньфэй и ты? Честер говорит, Ой. между Дендро и Пира идет горение, а Крио и Пира таяние, а между Крио и Дендро нет реакции. Беда. Дани Ярши Кто тут был, я Марденаов уже говорит, забыл. Нахиду надо с Элетро брать, Пира только мешает ей. Пира в команду с Нахидой можно только там, где есть два гидра, и то, там один Тома Норм играет. Эндрюс говорит, у меня есть идеальный отряд для тебя, поставь Чиари, Деда, Нахиду и Сахароза волну пачку, отвеча, топ. Эсса говорит, прокачать Чори, бы деда, Фейн, Нахиду и Декспон, Сахарозу. Кап. Нахида. Говорит, а почему Тимаву и- не выбивала Сетлали Вибил, она же слабее. Подожди, ты меня булишь, да? Это же... Ничего же не произойдет, алло. Меня Эндрюс СКБРО булит. говорит, тут лучше Гидра плюс Дендра.
Нойзи Факс говорит, да. Ой, Имба Тима. идите в задницу, Слушай, время Эндрю. стрима идет. Давайте нормально скажите, ну чё вы? Эндрюс говорит, ахаха. Я, конечно, дурачок, но не Согласен. настолько. Алло, я же разбираюсь, Genshin Impact могу преподавать уже. Кто? А, мне здесь Анлин была. Нойзи Факс говорит, еще нормпочка, Куки, Барбара, Дед и Сидвин. Я возьму ее. Эскобиароу говорит, да это буллинг. Да, это буллинг, конечно, я же вижу. Я, конечно, не разбираюсь, но не настолько. Эскобиароу говорит, капец. Дани Ярши Марденауф говорит, Тиму с 9 бери. Кого? Аня Мика говорит, забулили деда Макса Смайлсон бан им. Да вообще. Натали Фелови говорит, Не да у буду тебя вас не слушать. прокачаны все, кто ми тех, кого на 9 брал. Эндрюс говорит, Тенра отвечает своей болью на буллинг лол. Патчер для усмирения. Так, пацаны, собираемся в круг. Давайте я вас чуть-чуть побью здесь, побулю. Вот туда их. Ну, вроде как бы попроще стало чуть-чуть. Так, тихо, ты меня не бей, алло. Умри. Но Девчонки. говорит, я тебе уже собрал норм пачку. Хазы чего ты капризничаешь? Я все забыл, я же говорю, подскажите заново. О. Можете снова написать? У меня чат улетел. Я помню, второй отряд был. Вот. Кто еще был здесь? Вот. Нойзи Факс говорит, ты только что ей играл. Ну, как будто бы нет. Здесь у меня... Что у меня было? Ситлали была для щита. Яньфэй Нойзи была. Факс говорит, Сетла Лисянка Янфей Сахарок. Эндрюс говорит, в мем-то сянки я дихю ставил. Дани Ярши Марденауф говорит, Сетлали, Сянлин, Сахароза и Янфей. Два пира. Эскобиароу говорит, Синцу не прокачан Уверен? капец. Так у меня никто не прокачан. А второй отряд? Как будто мы как будто бы Симга говорит, возьми ее во оттуда. второй отряд Сянлин, Янфей, Сахарозу и Дед. Так уже другой отряд. Чат, вы определитесь, я не знаю, поделитесь там. Эндрюс говорит, Дехью ты ставил в слот. А, точно, Дехия была. Натали Фелови говорит, Синцу у Тенры в бане, к сожалению. Дани Ярши Марденауф говорит, Дехью брал. Эскобиароу говорит, живот что-то болит, блин, что происходит. Я не знаю. Скажи родителям. Не терпи, когда живот болит, обязательно скажи родителям. Эскобиароу говорит, это я помню за Синцу. Нойзи Факс говорит, во втором отряде 80% урона теории и Дед, двух других бери кого хочешь. Нойзи Факс говорит, у тебя нет как таковых бест слотов. Анимика говорит, у Синцу сосиска, к Лоле не всунется. Эндрюс говорит, Иско, выпьет, угля, главное, чтобы Нет, сморгал. не надо советовать, какие таблетки пить, ты же не знаешь, что с ним. Почему ей не прожимается иногда, алло? По ней такой бешеный урон по Светлане проходит, потому что она нифига не вкачанная. Нойзи Факс говорит в команду для теории и деда Норм Гора. Но он у тебя в бане, Норм Фурин, но ее нет. Норм Нави, но ее тоже нет. Честер говорит, можешь сделать звук игры потише. Тебя плохо слышно через Ща. эти крики и голоса какой-то и женщины. Ща. Кто-то умер? Ну, как будто бы 11 этаж я не Нойзи Факс закрываю. говорит, да Норм тебя слышно, не слушай Честера. Эскобиароу говорит, как-то он точечно болит, так никогда не было. Родителям скажи, еще раз говорю, не надо говорить это на стриме. Можно я перенастрою себе сам тогда отряд? К второму отряду у меня вообще вопросов нету, тут окей.
Если там есть Чори и Дед, они всех победят. Здесь что мне нужно? Мне не нужен щит, потому что щит я не вывожу. Мне нужна Барбара, которая будет хилить. Нойзи Факс говорит, тебе Сетлали одевать нужно. Я понимаю, да, и надо Эскобиаро вкачать. говорит, нету кому сказать. Эскобиаро Кому-нибудь, говорит. опекунам, Нойзи Факс тем, говорит, кто за тобой иди стань присматривает. на арты. Позвони, напиши, не надо сюда писать. Это самое глупое, что ты можешь сделать. Говори, кто рядом, кто может помочь. Кого взять? Эскобиаро говорит, понял. Если я возьму Сахарозу, то сюда Сахарозу я брать не могу, потому что она их будет все раздувать, правильно? Вот здесь реакция будет. Будет пар. Потому что она же Ешку вешает, вот бесконечная вода вокруг нее. И Сянка, и Яньфэй можно делать пар. Нойзи Факс говорит, Сахароза должна раздувать огонь. Вот так? Честер говорит, у тебя Синцу есть? Не знаю, не помню. Эндрюс говорит, а не камни. Ну просто я вниз даже не листаю, потому что здесь они же по уровню идут. У меня нет вкачанных персонажей, я не могу проходить бездну. Это очень больно. Знаете что? Нойзи Факс говорит, у Синцу морковка. Тенра не играет с морковками. Ну, только с морковкой деда. Да. Нойзи Факс говорит, бери Сиджвин и пускай пузыри, что еще остается. Натали Фелови говорит, Нахиду скуки нужно качать. Надо. Давайте попробуем так. Честер говорит, может, через бутоны? Я не знаю, чат мне не Гидра и советует. Перлиф говорит, привет всем. Привет. Перлиф говорит, вовремя я под бездну зашла. Ну такое. Меня тут чат булит. Нойзи Факс говорит, да у тебя все просто в прокачку упирается. Не, я это понимаю. Я вижу, что у меня все не вкачанные. Перлиф говорит, кусмика. Эндрюс говорит, не советует, потому что товариков мало, мозгоштурм. Ну блин, какой-то мозгоштурм у вас молчаливый чат. Я виню вас. Обязательно нужно LVA качать. Там от уровня очень многое урон зависит. Я знаю, мне уже говорили. Слышишь, ты, засранка. Куда ты поехала? Иди сюда, вернись, собака. Гоба, бей, круши, ломай. Так, все, вот это было нормально. Это было нормально, это было нормально. Так, здесь кто? Ты. Укольчиком его, собаки этой. Бей, круши, ломай. Я помню, что надо сломать этого его прихвостня, и будет типа проще все. Ух ты, зачем? А вот эти... Фишер говорит, меня звали. Я не знаю. Так, тихо, не кряхти. Так, Яньфэй, у нее же самый большой дамаг должен быть. Тихо, не кричи. Эндрюс говорит, Тенра, Да. сначала или нет, потом раздувка, или ты волосы в подмышках у мобов раздуваешь. Перлин говорит, когда говорят, Отстань. укольчик как комарик, а потом. Да.
Выпей маленькую таблеточку. Да куда ты бьешь, мать? Говорит ха-ха-ха. Спасибо за подписку. Ты можешь, пожалуйста, Аня умереть? Мика Я тебя очень говорит прошу. ха-ха. Так, Нойзи ладно. Факс говорит аха. Собирая лучший отряд, чем чат. Алло, Нойзи блин. Факс говорит Андрю лайк. Сприн каждый момент 15. Так, давай вот это берем сразу. Аня Мика говорит Эндрюс Краш. Тихо. Где еще Ори? Нойзи Факс говорит лучше, чем чат. Конечно. Кнопочки стал лучше жать. Да, конечно, давай, конечно. Вот я до этого поддавался, тут внезапно стал лучше играть. Рассказывай. Ой, большие пацаны. Подожди, мы ж так не договаривали. Я же в панике нажал, простите. Я знаю, как работает фишинг. Почетный круг, меня в круг положили. Что происходит? Тихо, тихо. Ура, ура. О май Шиндеру. Окружили тебя. Да, так и сделали. Ладно, опять же, тут проблем нету. Все, фокусим приспешника, прислужника. Так, подмышки не раздуваем. Я ее помыл. Я ее поджег. Тихо, тихо, сосет, сосет. Я раздул воду, это нормально. Сейчас все будет. Вернись. Куда? Куда? Не туда. Эндрюс говорит помыл, поджег, засосал. Засосала она. Вот что творит. Тихо. Меня булит, тихо. Все, есть, отъехала. Так, сначала поджигаем, потом бум, бум, жги, жги как никогда не жгла. Ферлив говорит косметические процедуры термы. Да, записывайтесь. Укольчик. Честер говорит, это же хорошо, когда именно такая женщина делает. Давай, есть. Ну, успел. Молодец. Так, остался последний этаж. Блин, у меня хилов же нету, да? Урон обычных заряженных атак персонаж, защита. Может, всем ХП восстановить? Я забыл, сколько у меня ХП. Просто я не так часто использую обычные заряженные атаки, ну ладно. Так, вы тут посмеетесь на меня. Аня Мика говорит ебой, красавчик, кончайся в бедный. Туда ее. Кончаю в бездну. Ладно, неважно. Да, тикток меня забанит. Эндрюс говорит не так часто, примерно раза 2 в секунду. Хочу было сменить. Серьезно? Нет, это же... Да бей! Да не так бей! Ну что ты, дед? Ты совсем старый стал уже, алло. Нормально, бей, как я тебя прошу. Ой, дед, ой, старый, ё-моё. Как с ним жить? Где? Кто? Ты зачем выжил? Аня Мика говорит, дед кинул палку, фейшак, хендлайт, скинтон. Есть. Так, все нормально. Аршей Марденов говорит, дед забывает, как действовать, старость, не радость. Да. Эндрюс Ну, говорит, дед. деда деменция, забывает, что спел лежать надо, а не на кол кивать.
Бей его! Ой, я помню, он больно бьет, он больно бьет. Под него попадаться нельзя, он тогда меня обижал. Это я помню. Я помню тех, кто меня обижал. На Талифелове говорит Чулу 6000 лет. Ему только чай пить и в тенечке сидеть. А ты Блин, я его без. походу не убью, да? А ты как в меня попал, слышишь ты? Подожди, я не понял. Обязательно сначала нужно поджечь его, а только потом вешать этот в воду? Эндрюс говорит, тебе бы ты Цитлоли с ним помог. Да, меня Он как будто Шиматов лечится. говорит, убьешь еще 1,5 миль. Манчестер Сити Финс говорит, скажи, пожалуйста, можно ли в националке поставить за место Райден Кларинду и какие в этом минусы? Я понятия не имею. Ты не представь, ты просто до этого не был. Ты не понимаешь, насколько я не понимаю Геншин. Нет, Сахароза, не умирай, пожалуйста. Нойзи Факс Хила говорит, нету. дневник. Сегодня шел 4 месяца. Тенро начал вникать в реакцию. Я не понимаю ничего. Я считаю, что игра меня булит вообще не обоснована. Она умерла! Я думаю, что она не меняется? На Талифелове говорит, задача Райден в националке ульту остальным персом качать. Анимика говорит о флойке. Яньфэй, возьми! Ой, ты дурная, мать! Эндрюс говорит националка. По сути, отряд Синцу, нянка Цибинетом, в последний слот ставишь кого угодно почти. Первая националка была вообще с Чиньюми. Нет! Чуть-чуть ты должна! Марденауф говорит у Сиджвин, хотя бы акты есть. Убей! Пожалуйста! Как я спотел. Не успел, ну нет! Все хорошо. Я спокоен. Ну почти. Это был 10-й. Я 10-й, я думал, это 11-й. Ё-моё. 100 примагемов. Не, я не вывожу. Мне надо прокачать срочный персонаж. Вот эту пачку, допустим, которую я играл. Ферлис говорит вдох и выдох, мы спокойны. Да, мы спокойны. Мне нужно прокачать пачку. Сиджвин, давайте прокачаем. Не трогай меня. Я сбагоен. Я сбагоен. Нойзи Факс говорит, Ситали арты нужны. Я Ситлали вообще с ним. Давайте Сиджвин прокачаем, в конце концов. Ну, так. Что мы сделаем? Место пусто говорит собрать все. Где мы можем быстро раздобыть еще чуть примагемчиков? Чуть-чуть. Самую малость. В данже? Есть же данжи, которые я не проходил еще. Нет. Где можно быстренько раздобыть? В театр меня забулят тоже. Там же еще миллион персонажей. Да там миллион персонажей надо, алло. Эндрюс говорит, ивент пройди и надзумский. И надзумский ивент? Так, вот это я получил. Вот этот? Будто во сне. А он долгий? Сколько он длится, будто во сне вот этот? Вы мне скажите. На Талифелове говорит не миллион, там пробных 6 дают и одного у друзей. Все равно. Анимика говорит да, он длинный. Тогда нет, не вариант. Давайте сделаем так. Я закуплюсь. На Талифелове говорит 3 сюжетных частей и мини-игры. Капец. Давайте покрутим. Давайте чуть-чуть отдохнем и покрутим чат. Я устал.
Меч небесного всадника. Аня Мика говорит, крутим верть. Да. Отдохнем чуть-чуть. Чуть-чуть. Эндрюс говорит, он уже полностью Изумрудный открыт. шар. Ивент на целый стрим. Ротам можно чутка задание одно пройти и 30-очку залутать. Ну, 30-очка это как Аня будто бы Мика вообще ни говорит, о чем. Лук, приди. Клятва стрелка. Интересно, а сколько у меня откручено в оружейке? Оно что ж сохраняется? Предвестник зари. Данияр Шимарденаов говорит, Тенра за 10 этаж успел давай. стать Джуном ли. Натали Фелови говорит, зачем тебе сигнал? Меч флейта. Оружейный баннер ужасен. Не знаю. Я хочу для нее собрать норму. Она прикольная, но мне понравилась. Эндрюс говорит, потом откроются активности. Лук Мини-игры, там ворона. еще премы. Керлив говорит, молитва антистресс после бездны, если, конечно, какая-нибудь чуча гарант не собьет. А меч драконьей крови, ну и все. Натали Фелови нет, не говорит, все. поставил бы ей 3 звездочка лук на хп и все. Чат. Вот теперь все. Меч драконьей крови. Меч моей крови уже. Меч флейта. Кстати, новое. У меня такого еще не было. Меч флейта, Аня может... Мика говорит, скам смайл. А его нельзя поставить, меч флейта, кого-нибудь? Давайте так, смотрите. Артефакты. Во что ее нужно Аня одевать? Мика говорит, нет бы ранее. Она у меня без артефактов была. Чат. Данияр Шимарденаов говорит, у тебя зеленого лука нет, что ли? Нет. Ей нужно вот это. Песень былых времен. Как будто бы нет. У меня такого нету. У меня вот такое есть. Ее на что собирают? Мастерство стихии. А, мы это для Джунли выбивали. Сила... Натали Фелови говорит, можешь ей пока розовый сет поставить на хил. Ей надо хил вкачивать? ХП хил? Мирон с ХЛ говорит в ХП. ХП. Керлив говорит, Сиджвин в ХП. Ну вот смотрите, ХП 50, в процентном, крит урон тоже ей рекомендуют, правильно? Правильно. Натали Фелови говорит, да, ХП и хил. Ну вот неплохое. Да, можно пока поставить. Здесь ХП. Ну, короче, ее надо как деда одевать, я правильно понимаю? Ну, плюс-минус. Криоурона, электроурона, сила атаки. Фигня. Здесь ничего нету. Хорошо, давайте из того, что у меня есть. Вот это что? ХП. ХП, крит урон. ХП, крит урон, ХП. У меня очень много на ХП. Крит урон, шанс крит попадания. Ну, мы Эндрюс ХП говорит, хотим. урона от Эдга больше не станет все равно. Она ток хилить и может. Ну, мне это надо, я же постоянно отлетаю. Так, это что? Сила атаки ХП, криншот ХП. Это что, прям идеально или что, я не понимаю? Скрыть. ХП, вот. Натали Фелови говорит, можно любые 2 мл и 2 деву, можно 4 девы. Не, вот это лучше. Данияр Шимарденаов Золотая говорит, трупа. у тебя на Дионе арт, стоит его надевай. На Дионе? Вот этот? Юная дева. ХП, восстановление, защита. Может быть, лучше взять восстановление энергии, чем Эндрюс защиту? говорит, кринж шанс на барабане Олола. Так, что он говорит Натали? Розовый сет. Можно 2 любые миллилит и деву. Это что, это дева? Юная дева, это дева. Ну, давайте восстановление энергии поставим вот это. Сменить. Это гладиатор. Вот, возлюбленная дева. ХП, но это плохое ХП. И это плохое ХП. И это. Тяжко. Керлив говорит, ее просто ХП облить и Вот. восстановой присыпать. Сила атаки, крит урон, крит Коноплоп попадания, говорит, привет, ХП. можешь подсказать, где белую кисть взять, просто пол Лии обегал, не нашел. Привет, я не знаю, она у меня Данияр есть, но я не знаю, где ее Шеймарденаов взял. говорит, как временная затычка пойдет.
Вот это что? Кирлив говорит, и криты тоже можно. Криты можно, ну вот. О, бонус лечения есть. Шапка. Смотри, у нее ХП. Ну вот это, конечно, печаль, но у нее есть этот бонус лечения 5%. Норм. Можно вот это одеть. Шанс крит попадания как основной. ХП, защита. ХП, крит урон, защита. Ну, защита бить, да. Сила атаки, ХП, защита. Вот. Сила атаки, мастерство стихии, ХП, сила атаки. Норм. Кирлив говорит, ну такое, ХП лучше, чем бонус лечения. Ну вот, тогда вот это берем ХП. Оно ж прям лучше, нет? Давайте отфильтруем по деве просто и Натали посмотрим. говорит, одевай ее просто в ХП, в урон у тебя есть кого качать. Тоже верно. Подтвердите, я сейчас отфильтрую по деве, мы просто возьмем самые топовые для нее по деве. Вот, крит урон и ХП. ХП, защита. А, нет. Нойзи Факс говорит, почему ХП лучше, чем бонус лечения. Я не знаю. Вот это возьму. Надеть. Так, здесь у нас. Вот это у нас стоит неплохо. Здесь у нас стоит ХП, сила атаки, защита, восстановление энергии, защита. Говорит, сила атаки, сила атаки, у нее защита. ЛВЛ. ХП. Ну блин, это не то ХП, которое нам надо. А, ну здесь в основном стати ХП. Давайте вот это тогда возьмем. Мы ее сейчас полностью в деву наденем. Сила Эндрюс атаки, говорит, ХП, защита. мне, зачем мы крутим баннеры, если уже выбили Сидж, на Фурину не копим? Я не знаю. Такова жизнь. ХП, крит урон. Ну, как будто бы крит урон. Ну, вот это норм. Нойзи Факс говорит, Тенра Лудоман, смирись. Тоже верно. Так, здесь. Нойзи Факс говорит, не мажеть, не крутя. Короче, я одену полный сет и Натали все. Фелови говорит, я не знаю. Крит урон. Сигна Сиджвин самое последнее, что нужно крутить. Ну, чат. Дани Аршей Марденау Такие говорит, злые. Тенра ХП и восстановление энергии основные статы для нее. Защита. Давайте до 8 докручу все, чтобы просто было. Вот, ХП. Во, ХП 10%. Подождите. Защита. ХП. Смотрите, что происходит. Да, ХП и крит урон. Все это же идеально, нет? Хорошо же. Аня Мика говорит, что за магия. Так, ХП, вот этот. Я сначала потенциально хорошие прокачаю. Защита. Так, шапка же может быть только на защиту? А, нет, что я надел? Кирлив говорит, Тенра волшебник. Шанс крит попадания. Давайте, смотрите, мне кажется, основной стат мы лучше же, да? Если у меня здесь будет ХП, а здесь всякая фигня. Либо мне взять вот этот, здесь ХП, крит урон, но здесь на защиту. Вот здесь ХП и сила атаки, вот это норм. Потому что здесь, да, здесь 5%, там 7%, но здесь защита, а здесь ХП от такое, ХП говорит, такое. основной ХП бери. Вот это не брать? Аршей Марденауф говорит, да, ХП с восстановлением бери. Дани Аршей Марденауф говорит, сила атаки ей вообще не нужна. Кирлив говорит, основной стат ХП должен. Ну давайте, вот этот тогда, да? Защита, серьезно? Мастерство стихий пришло. Защита. Не, я вот это дальше не буду качать. Сила атаки, вы говорите, ей не нужна. Тогда ХП, да? Вот я вот это. Но здесь, блин,
Ну ладно, вы говорите... Смотрите, окей, вот здесь сила атаки, но здесь крит урон, шанс крит попадания и хп. Либо вот этот, который вы говорите, основной стат на хп, у нее здесь хп, сила атаки и защита. На Что брать, Телефелове первое или говорит, второе? а кубок из другого сета на хп поищи. Да. ХП. Что? Кстати, у Барбары, смотрите, какое ХП, мастерство, сила атаки. Я все равно Барбару толком не использую. Давайте у Барбары заберем и все. Светлали. Керлив говорит, другие посмотри. Смотрю. Нойзи Факс говорит, я пошел. Удачки при актах прокачки. Ну, Фокс, ну чё ты? Говорит, Тенра заблочь тот кубок с критами. Возможно, в будущем понадобится. Да я все равно их не сливаю. Фоксик. Фокс психанул. У него сердечко не выдерживает. Он слабый на сердечко. Защита. Керлив говорит, пока Фокс удачи. На Телефелове говорит, ну или тут уже кубок фигня. из девы, а шапку из другого. Из девы? Вот этот? ХП. Сменить. А шапку... Данияр Шеймарденауф говорит, до встречи, Лис. Ну, смотрите, здесь вы хотите ХП. Ну, вот этот получается, который самый первый у меня и стоит. Крит урон, ХП. Сменить. Правильно? Я прав или прав? Так, здесь ХП. А здесь ХП. На Телефелове говорит, можно и так. Ну и все тогда. Так, чё? Прокать. Сила атаки. Еще разок. ХП. Блин, это ж не процент. Ё-моё. Так, здесь что? Здесь... Короче, беда получается, да? Ну ладно. Чуть-чуть покачаем. Сила атаки. Мастерство стихии. Керлив говорит, часы, главный стат ХП процент. Часы, главный стат ХП процент. Да, я понимаю. Ну и типа забить на все остальное, просто качать. Сила атаки. ХП. В смысле? В смысле? Я все потратил. А где можно это пофармить? Что-то пошло не по плану. Эндрюс говорит, арты кончились. Да. Ух ты. Ух ты. Еще этот. Вкусняк дали. Ох, беда, чат. Так, что у нас? Мика говорит, а вот и гемчики. Достижение. Победитель. Порочный круг. Активируйте 5 взрывов стихий за 15 секунд. Не надо. Тут уже мое сердечко не выдержит. Так, здесь у меня ничего нету. Все тогда, чат. Давайте сейчас сделаем какую-нибудь превьюшечку. Куда-нибудь вот сюда. Данияр Шеймарденауф говорит, Тенра, открой луки, посмотрим, что у нее на руках. А у нее фигня какая-то. Спасибо за подписку. Говорит, следующий стрим книжки. Кстати, да, мы же должны были читать книжки. А я успею ивент потом закрыть? У меня нет для нее никакого лука, поэтому мне сказали, что это надеть затычку пока. На Телефелове говорит, посмотри зеленый лук. Он так, это в смысле, это название зеленый лук? Рогатка, клятва, лук ворона, опытный лук охотника. Риви говорит снова здрасте. У вас Керару тут не пробегала? Нет. Эндрюс говорит, сходи сразу, купи в Льюя книги новые. Ивент еще 11 дней. Окей. Данияр Шеймарденауф. Ну давай, пока не забыли. Есть ли там зеленый лук? Не было. Он дропается в Монде.
Кирлин Пойдемте говорит, книжки по купим. сути, если ты ей в артах Востанову не оставил пока что Фавоний норм. Ну и все. Данияр Шеймарденаов говорит, ладно, нет, жаль. Ну и ладно, ничего страшного. Подожди, а я правильно пришел? Ничего себе, помню. Ничего себе. Привет. А тебе что-то понравилось? Оплатить покупку можно тут. Давай, хочу купить книги. Натали Филови Выбирай. говорит, а мы говорили, залочевай все оружки по одной. Как подберете нужную, подходите сюда для оплаты. Все покупать, да? Но они вроде недорогие. Красота. Данияр Шеймарденауф говорит, зеленый лук ей дал бы процентов хп. Ну, может, еще попробуем бездну. Потому что она же вообще не вкачанная была. А я ее использовал. Она же все равно какой-никакой импакт она вносит. Фантазию реки. О чем фантазировать будем? Так, родник, белая лошадь и лунный свет. Соберите полную коллекцию ночи в бамбуковом лесу. Танец в глубину ночи. Соберите полную коллекцию слухи горы Линмен. Фантазию реки. Соберите полную коллекцию ручьи скрытого нефрита. Ну окей. Опа. Кому вставить? Я могу. У нее хвостик еще какой-то круглый помпон. Подожди, она же животное какое-то, да? А что она за животное? Она не кролик. Что ты? Что ты такое? Не, тут локация под нее вообще не подходит. Кирлив говорит, крылья поменяй ей. Точно, вот это ты, конечно, пойдемте Кирлив дальше говорит, просто. она Мелюзина. Мелюзина? Анимика говорит, что за крылья смайл сон. Все. Эндрюс говорит, придешь в Фонтейн, узнаешь. А, окей, ладно. Все, не спойлерите. Так, что у нее там? Ну, как будто бы вот ей вот эти больше всего идут, ну, как-то вообще не фэшн импакт. Они такие скудные. А вот эти какие-то слишком броские, на себя все внимание от нее забирают. Ну, давайте вот эти оставим. Данияр Шеймарденауф говорит, про сюжет этих книг фанаты сделали красивый аниме-ролик на ютубе есть. Хорошо. Пацаны, я тут пришел жить. О, сесть. Такая милота. Так, фоточку. Натали Филови говорит, на острове Рита НПС должен какой-то этот лук давать. Вроде Вот рядом так, вот с П так. где-то. А если я нажму смотреть в камеру? Анимика говорит, Не красиво работает. смайлинг, кэт, виз и РТС. Да. Вот. Мы ее инвертируем. Ну, либо можем попробовать. Не, вот. Лучше так. Тихо. Кирлив говорит, просто мило, разрабы все больше и больше облили ее мелотой. Ну, я что-нибудь выцеплю. Ладно. Крюшка у нас есть, это главное. Чат. На этом все. Я выключаю. Ну что, чатик, всем большое спасибо за подписки, лайки и подарки. И самое главное, спасибо большое, что провели это время со мной. Всем спасибо, всем пока. И как всегда на прощание. Все, чатик, я выключаюсь. Увидимся завтра или может быть даже послезавтра. Тут я уже не знаю, не уверен. А неделя тяжелая, поэтому всем пока. Всем хорошей недельки. Давайте.
YouTube, Twitch и Трова. Вам, как всегда, отдельное пока-пока.